Задача полностью провалена. Путин сделал открытое признание прямо в Кремле и срочно уволил генералов. Теракт против украинского самолета за границей, взрывчатка на взлетной полосе, покушение на безопасность целой страны. НАТО экстренно вмешивается. Зеленский спешно созвал военных, разведку и спецслужбы. Шокирующую цифру озвучили впервые. В Москве заговорили о крахе России. Очень жесткое заявление прозвучало на всю страну. Путина призвали немедленно остановиться прямо в эфире государственного канала. Столкновение у берегов Китая, экстренное развертывание тяжелой техники, еще одна большая война – это и многое другое к утру 6 августа. Четверг на дворе, до выходных рукой подать, но новости ждать не любят. В эфире «Нехта», с вами Степан Путила. Бабах! И еще одного российского оружейника настигло возмездие прямо в его «Мерседесе». Под Екатеринбургом взлетел на воздух автомобиль Владимира Ткачука, гендиректора Урал-дронзавода и автора Z-блога «Повернутая на войне» с 600-тысячной аудиторией. Под машину заложили бомбу. Водитель-охранник погиб на месте, сам Ткачук в реанимации. Походу там машина взорвалась. Именно на его заводе клепают FPV-дроны «Упырь», которыми бьют по украинской технике. Это уже второе покушение на производителей дронов за неделю. Перед этим в Туле трижды выстрелили в главу другого дронового завода. Похоже, ставить выпуск дронов против Украины на поток становится все более опасным для здоровья ремеслом. Появились подробности и того самого взрыва в московском ресторане «Бальди Росси». Агентство выяснило, кто погиб. Это 27-летний Даниил Передрий, зять главкома ВКС Александра Чайко. Его смерть всплыла в госреестре, где ИП закрыли с пометкой «в связи со смертью». Оказалось, что большие деньги и брак с дочерью российского генерала не гарантируют долгих и счастливых лет жизни, а даже наоборот. Судя по всему, целью был сам генерал. Взрыв гремел на его 55-летии, но его, похоже, не задело. А вот зятя убила, дочь с тяжелой травмой головы попала в больницу. Диверсии дотягиваются уже до Германии. В аэропорту Лейпцига, прямо на летном поле, вплотную к украинским грузовым Антоновым, нашли дрон со взрывчаткой и детонатором. Спасло случайное везение. Устройство не сработало, детонатор оказался неисправен, иначе рвануло бы у борта, который возит грузы в Украину. Полиция расследует это как диверсию и преступление против госбезопасности. К делу подключают НАТО, и совпадений тут слишком много. Лейпциг – один из ключевых узлов для поставок оружия Украине, а Германия Россию давно обвиняет в череде таких посылок. Еще в 24-м в здешнем хабе ДХЛ уже горела подброшенная бомба, и это оказалась операцией российских спецслужб. В ту же ночь, кстати, другой грузовой самолет над Лейпцигом столкнулся с каким-то неопознанным объектом и сел с повреждениями. Москва, как водится, все отрицает, вот только почерк узнается без подписи. Похоже, на фронте у Кремля дела идут не так победно, как показывают по телевизору. Иначе с чего бы Путину вдруг затевать большую перетасовку командования, при том, что месяц назад он с Герасимовым рапортовал, как все прекрасно. Группировку «Центр», которая должна была брать Донбасс, забрали у Валерия Салчука, того самого, кого Украина считает причастным к резне в Буче, и вовсе отодвинули его от войск, сплавив на тыл. А навехонькие войска беспилотных систем поручили танкисту. Стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом. Причина рокировок, пишут СМИ, проста. Фронт забуксовал. Если в конце прошлого года армия РФ захватывала около 500 квадратных километров в месяц, то в мае ушла в минус, а в июле еле наскребла 88. Вот и тасует Путин генералов. Только их меняй, не меняй, а квадратные километры от этого прибавляться не начнут. Является ли сильным руководителем Владимир Владимирович Путин? Нет, не является. Он является слабым руководителем. Дожили теперь уже сами кремлевские тяжеловесы вслух пророчат стране гибель. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что перевод России на военные рельсы, к которому призывают ястребы в Госдуме, попросту убьет страну. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить
жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война. Так война или СВО? Звучит особенно пикантно из уст человека, который хвастается, что уже отправил на фронт 100 тысяч москвичей. Это, мол, нормально. А вот тронуть экономику — это уже убийство страны. Видимо, у величия России все-таки есть цена, которую даже в Кремле платить не готовы. И что если мобилизация? Не уточняет. А в чем ваша сила личная? Моя сила в москвичах. В подмосковном Королеве вспыхнул головной институт Роскосмоса ЦНИИМАШ, где сидит Центр управления полетами. Москва, как водится, валит все на замыкание проводки. Вот только перед пожаром Росавиация закрыла сразу 3 подмосковных аэропорта. А так бывает лишь при налете дронов. Тем более институт под санкциями с 22-го за помощь в войне. Его разработки идут на баллистические ракеты и спутниковую разведку. Так что техногенный характер — версия красивая. Да только дымок над космическим центром подозрительно похож на очередной шашлычок. А вот и космос совсем другого масштаба, без приставки «Рос». Обломок ракеты Илона Маска врезался в Луну. 4-тонная ступень Falcon 9 влетела в нее на скорости под 9000 километров в час и оставила на обратной стороне свежий кратер метров под 30. Даже космический мусор Маска бьет точно в цель. Обидно только, что момент так никто и не заснял. Все аппараты на лунной орбите, как назло, глазели в другую сторону. Десятки бойцов залегли на пляже с винтовками и лупят по мишеням у самой кромки воды. Там, куда вот-вот должен хлынуть с моря китайский десант. По дорогам ползут танки, разворачиваются бронеколонны, звучат команды. Все как в настоящей войне, только пока понарошку. Таков сценарий крупнейших за год учений Тайваня Хэнкуанг. А остров у самого берега Китая репетирует отражение вторжения, которого боится все сильнее. А следом ощетинились и Япония, десятилетиями бывшая подчеркнуто мирной. Ее эсминец впервые испытал в Тихом океане американский томагавк. И Пхеньян тут же завопил, что Токио превращается в военное государство. Словом, весь регион у китайского порога взялся за оружие и репетирует большую войну, которой все боятся, но к которой все готовятся. Еще пару дней назад посол Украины в США, а сегодня фигурантка уголовного дела. НАБУ и САП вручили Ольге Стефанишиной подозрение в незаконном обогащении. По версии следствия, она не задекларировала 2 квартиры и наличные на ремонт и лечение. А еще ездила на Мерседесе, записанном на подчиненного. И это уже не первое ее дело. Есть еще и о растрате 2,5 миллионов гривен. Причем Зеленский снял ее с должности всего пару дней назад. Хотя незадолго до этого она уверяла, что президент, наоборот, просил ее остаться. К моменту нашего выпуска суд решает, какую меру пресечения ей избрать. Зеленский экстренно собрал военных, разведку и спецслужбы и впервые назвал тревожную цифру. Поставки ракет для ПВО в этом году упали втрое к 25-му. Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это и политические шаги, чтобы Украина была более, скажем так, сговорчивой. Это когда Россия долбит по городам все большим числом баллистики. Ракеты у партнеров есть. Важно, чтобы наконец были приняты и политические решения по поставкам и ускорено производство, в том числе локализация в Украине. Это защитит не только нашу страну, но и жизни во всем мире. А по России украинские дальнобойные удары продолжатся. Цена затягивания войны для агрессора будет только расти, пообещал Зеленский. Военные знают, что им нужно уничтожать пусковые противника и таким образом уменьшить удары по Украине. Они этим занимаются и будут это делать. И в Москве это, похоже, почувствовали. А на госканале Скобеева занервничала. Украина грозит миллионами дронов вглубь страны. Можно ли вообще прикрыть ПВО такую огромную сверхдержаву, мол? В ответ услышала не «да», а неожиданно паническое. Нам надо нанести самое существенное поражение Украине, я имею в виду нашими ударами, и средств воздушного нападения, и действиями группировок сухопутных войск, потому что затягивание конфликта, оно, как правило, не в интересах обеих сторон, но и в отношении нашей страны тоже. Нам не следует переводить этот
конфликт, формат какой-то столетней войны. Надо его заканчивать мощными, результативными ударами по противнику. Пусть не переживают, зам Лаврова в этом вопросе куда увереннее. России, мощной ядерной державе, невозможно нанести стратегическое поражение. Ну, если такое почаще повторять вслух, вдруг станет правдой. В Кремле тем временем придумали, как спасать горящие склады Wildberries. Гениально и по-русски. Раз Marketplace из-за дронов потерял 1/5 часть складов, власти, по данным Bloomberg, хотят отдать ему склады Почты России. То есть просто подставить под удар следующую жертву. В комментариях уже смеются. А сам Wildberries тем временем потихоньку драпает из страны. Срочно, с опережением графика, достраивает крупнейший склад под Минском в Беларуси. Те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию. Ну и еще ищет площади в Казахстане. Официально тоже из-за неких обстоятельств в России. А что за обстоятельства-то? Такого пожарища еще ни разу не видел в жизни. Европу этим летом выжигает так, что реки начали отдавать своих мертвецов. Жуткое зрелище. На обмелевших Рейне и Дунае обнажилось то, что вода прятала десятилетиями. У сербского Прахова из ила поднялись 2 десятка затонувших кораблей еще со Второй мировой. А в Германии проступили зловещие голодные камни. Их наши предки веками вкапывали в дно на самых страшных засухах. Как метку беды. Если вода упала так низко, что виден камень, жди не урожая и голода. На одном так и высечено: увидишь меня — плачь. И плакать есть от чего. В Венгрии из-за обмелевшего Дуная впервые за 44 года пришлось погасить единственную в стране АЭС Пакш. Реке не хватает воды даже на охлаждение реакторов, а ведь станция дает половину всего электричества страны. За океаном же, под американским Споканом, хватило одной спички. Лесной пожар за пару дней спалил 700 домов и выгнал 64 тысячи человек. А устроил этот ад не зной и не молния, а человек. Траву у дороги поджег ранее судимый за убийство. А немецкий фермер высказался о мировой политике прямо на кукурузном поле. В городке Зельм Бенедикт Люниман вырезал гигантский лабиринт, где Трамп и Путин изображены младенцами в подгузниках. Причем малыш Трамп сжимает в руках земной шар, а малыш Путин злится, что глобус достался не ему. Будто бы 2 карапуза не поделили власть над миром. Полюбоваться можно, но до Хэллоуина. Потом всю эту большую политику попросту скормят коровам. Ну а закончим тем, от чего вянут уши. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко придумал, чем можно гордиться. Передал в местный музей СВО документы, каску, нашивки погибших украинских военных и распорядился вмонтировать их в пол под стекло, чтобы посетители по ним ходили. Удостоверение личности убитых людей буквально под ноги. Даже на войне у павших врагов принято забирать документы, чтобы вернуть родным, а не топтать на потеху публики. Но пензенскому губернатору глумление над погибшими, похоже, кажется поводом для гордости. Символика, значит, ее на пол, под стекло, чтобы по ним ходили. А как вам такой музей? Пишите в комментариях. И на этом пока все. Спасибо, что были с нами. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного. До встречи на Нехта.